Президент России Владимир Путин во время визита в Китай заявил, что у Калужской области есть конкретные и проработанные инициативы в сфере автопрома для китайских партнеров. Наши регионы глубоко проработали инициативы, конкретизировав их по отраслям. Например, Калужская область настроена развивать сотрудничество в автомобильной сфере и создание кластера производств строительных материалов. Напомним, что до 2022 года в Калужской области действовал автопроизводственный кластер, включающий автозаводы Volkswagen, Peugeot, Citroën, предприятия по выпуску грузовиков Volvo и производство автокомпонентов. В настоящее время худо-бедно функционирует только Peugeot, Citroën и бывшая площадка Volvo. Находясь с официальным визитом в Китай, Путин отметил высокое качество китайских автомобилей, которым страны Запада чинят препятствия на своих рынках. Китайские бренды добиваются явных успехов и преимуществ в честной конкурентной борьбе, заявил он. Очевидно, что президент Путин имел в виду недавнее решение президента США Байдена, который увеличил таможенные пошлины на китайские электромобили и аккумуляторы в 4 раза, до 100% от их стоимости. Байден последовал призывам Илона Маска, который настаивал на защите американского рынка от китайских конкурентов, продающих аналоги Tesla вдвое дешевле. Теперь американским покупателям электромобилей можно только посочувствовать. Халява закончилась. Но сочувствие скорее адресовано китайским производителям, которые после ухода мировых брендов из России заполнили наш авторынок. Да, сейчас ситуация на рынке очень непростая, но все-таки есть варианты, как приобрести выгодно машину. Смотрите, к примеру, есть скидки на машины в 50, 100 и 200 тысяч рублей. И многие об этом даже не знают. А вот если вы зайдете на Автоспот, то сможете хорошенько сэкономить. Тут собраны все предложения на автомобили от официальных дилеров, причем указываются и скидки. Пользуйтесь бесплатным ресурсом, пока есть такие хорошие предложения. Выбирайте машину и оставляйте заявку для бронирования. Также на Автоспот вы найдете лучшее предложение на ТО вашего автомобиля. Ровно за день до визита Путина в Китай Комитет Госдумы по промышленности и торговле направил премьеру Михаилу Мишустину предложение о ежегодной индексации утильсбора на колесную технику до 2030 года. Для автомобилей с двигателем объемом от 1 до 2 литров утильсбор вырастет с нынешних 300 тысяч до 1 миллиона 170 тысяч рублей. Для электромобилей повышение будет фактически заградительным. В этом году ставка повысится до 1 миллиона 100 тысяч рублей, а к концу десятилетия достигнет 2 миллионов 340 тысяч рублей. Известно, что инициатором этой затеи является глава АвтоВАЗа Максим Соколов, который открыто предложил запретить ввоз иномарок, в первую очередь китайских, в Россию, ссылаясь на нечестную конкуренцию и слишком низкие цены, даже с учетом утильсбора и таможенных пошлин, удваивающих цену иномарок в России. По его мнению, усиление защиты рынка должно стимулировать инвестиции в производство автомобилей в стране. Однако предложение встретило негативную реакцию среди россиян, которые считают, что АвтоВАЗ не способен обеспечить рынок разнообразием моделей и типов автомобилей. Предлагаемые утильсборы и пошлины фактически сажают страну на голодный автомобильный паёк, поскольку мощности АвтоВАЗа покрывают лишь 10% потребностей рынка. Более того, в условиях жесточайшего дефицита рабочих кадров в стране, заявления о защите рабочих мест на АвтоВАЗе вызывают сомнения. Для премьера Мишустина решение по ставкам утильсбора становится дилеммой. Либо правительство вспомнит об интересах миллионов россиян, для которых покупка автомобиля становится недоступной, либо страна будет плакать за хотелки одного завода, который не в силах создать современные модели. Кстати, цены на продукцию АвтоВАЗа растут значительно быстрее инфляции. Например, недавно возобновленное производство Лады Ларгус теперь стоит 1 миллион 760 тысяч рублей, тогда как в 2015 году она стоила 474 тысячи рублей, что более чем в 3 раза ниже. И этого АвтоВАЗу все еще недостаточно? А как считаете вы, нужно ли отдавать Калугу китайцам? Пишите в комментариях.